Начался у нас шестой раунд, нам очень нужна победа, что в шестом, что в седьмом раунде. Давайте покажу, что у нас по таблице. Мы пока на шестом месте, дальше посмотрим. Две победы прям позарез нужны, но тут опять же кланы все, которые убивают, близко к тоталам. К концу ролика уже покажу таблицу. Предыдущие раунды уже есть на канале, кто не смотрел, посмотрите. Начнем этот ролик с моей атаки, дальше уже посмотрим, что у нас по атакам будет, по результатам. Все в этом ролике покажу. Но есть шанс, кстати, если сделать еще победу в шестом-седьмом раунде, есть шанс подняться, даже не просто остаться в этой лиге, а подняться. По моей атаке отметил я себе седьмой номер. Вот такая вот расстановка. Давайте сразу покажу, что у меня по армии. У меня всадники с драконами и дюк с королевой, дюк и стрела, вот так будет. Что вообще по расстановке? Видите, это прям хорошая ровная линия через центр, где можно забрать вот башню лучниц, клановую крепость, башню возмездия, в центре монолит и еще башню лучниц можно забрать ранцем со стрелой. Но перед этим нужно будет почистить правую сторону, кинуть дюка слева, прожать его, кинуть королеву справа, прожать. И дальше уже посмотрим. Допустим, дюк летит вниз, тогда драконы летят поверху и осадка с верхней стороны. Если дюк летит вверх, то драконы у меня с нижней стороны. Короче, вот такой вот план. Все арбалеты стоят на землю, дюка дамажить мало кто будет, у меня есть тотемы, да. С драконами та же самая история. Поэтому, в принципе, я думаю, должно зайти, да. Поэтому идемте в атаку. Посмотрим, как это все получится у меня. Так, в бой. Хранитель на воздух. Можно, конечно... банка есть, слушайте. Давайте быстанем дюка. Так, на максимум. И начнем с землетрясений. 2 на клановую крепость. И 2 я хотел вот здесь закинуть. Так. Блин! Я забыл за почистку. Слушайте, я вообще молоток. Давайте быстрее будем подчищать. Так. Как я забыл за почистку, это, конечно... Только что говорил, что надо заранее почистить. Клановую крепость не забрал. Вот что. У меня, конечно, есть яд. Я его с собой взял. Но, блин. Ладно. Что уже поделаешь, да? Полетели. Ледышку я еще брал с собой для королевы, но я ее не кину. Так. Королева померла. Дюк пока живет. Пока вроде норм. Давайте что ли ледышку здесь кину. Мало ли что там в клановой крепости. Вытравим что ли. Куча охотников. Ох, это, конечно, тема. Так, ладно, прожмем деда. Дюк уже умер. За дюком я вообще завтыкал, если честно. Так, тотемы. Ну, дюк сейчас воскресим. Я думаю, 3 будет. Посмотрите, сколько армий с верхней стороны осталось. Просто. Там какое-то невероятное количество армий. Хоть и куча мелочи, да, с клановой крепости, но армий просто очень много. Так, принцип прожимаем тогда. И все, 3. 3 получается прям хорошо. Зашло единственный косяк, самый-самый в самом начале. Я еще говорил перед атакой, что надо почистить, сначала почистить правую сторону, потом все закидывать. И начиная пока проговорил всю атаку и начинаю все закидывать, забыл за почистку. Но вроде как быстро справился, да, там этими шариками с мушками. Единственное, не хватило, ну, немножко времени, чтобы клановую крепость раньше забрали, но вообще хорошо зашло. Так, очередная 3 от нас, поэтому ждем, что дальше будет делать, точнее дальше пройдут все атаки, и уже покажу результат 6-го раунда. Так, ребята, атаки у нас еще идут, поэтому пошли. Сейчас покажу, что у нас получается по раунду, потому что раунд соперники интересно начали, и пока что от них вообще ни одного слива. Так, шарики забирают бомбежки, по центру будет кидаться стрела, король с медузой, куча трясок, сразу дюк и прожатие королевы. Забрали весь центр, линию центра, прям через всю базу хорошо забрали. Дальше королева с дюком у нас уходит кверху, кстати, это очень хорошо.
Дюк там сможет нормально почистить всю правую сторону. Ну, а дракон, понятное дело, что понизу. Так, Дюк еще и второго Дюка на деф сейчас убьет. Нормально будет. Кстати, батарейка садится. Очень не в тему. Так, ладно, сейчас с этим разберемся. Что у нас в итоге? Есть еще банки, есть ярость. Прожатие деда уже закончилось, но тут как бы не сильно надо. В конце мало чего осталось. Ну, тут такая, знаете, как трешка с запасом. Да, точно с запасом, да. Думаю, что всего хватит. Если что, можно этого. Можно будет какого-то героя резнуть, Дюка, скорее всего. И да. Так, первая треха. Как первая. По счету уже не первая, уже, кажется, мы... Ну, глянь, сколько мы там атак сделали, потому что я чуть не помню. И сейчас посмотрим, что у нас будет. Мы играем с теми ребятами, которые еще ни одного раунда не выиграли. При этом они сделали 11-3 уже с нас. У нас это только пятая по счету. Пока что никто не сливает. И ближе к концу прям, ну, совсем все хорошо стали играть. Вот ближе к концу раунда очень мало кто сливает атаки. Следующая атака, 8 номер. Здесь... Что здесь? Гоблины. Супергоблины убивают клановый крепость, она стоит за картой. Это, конечно, почему нет? Дюк с правой стороны. И королева с левой забрали башню возмездия, да, и что-то и домик строителя. В принципе, ну и башню лучницы одну. В принципе, норм. Правую сторону, хорошо, прям почистили правую сторону. Плюс король с перчаткой. И с медузой, опять же, к монолиту. Вихрь там, конечно, немного притормозил короля, но тем не менее, драконы все в центре. Возле ратуши, там будет прожатие деда, оно уже. Там еще и дюк в центре. Слушайте, там вообще все в центре. Ярости, конечно, ярость возле ратуши не сильно приятная была, но вроде нормально все. Что по банкам? Давайте посмотрим. Королева, кстати, живет, левую сторону почищает. Король, жесть, покуда король дошел. Еще осадка справа. По банкам, что я хотел посмотреть. 2 тотема и воскрешение одно. Как бы, опять же, быстрая атака, прям очень быстрая. Говорил, соперники, знаете, как играют? Там куча атак видел. Они просто высаживают все в одну кучу, вот прям в один угол всех драконов и забивают треху. Я вообще не понимаю, как это работает. Короче, игра ближе, перестала давать шансы, знаете, на слив вообще. Потому что высадив всю армию в одну точку и забирая трехи, и знаете как, не делая ни одного слива на лиге, это уже даже тут не скилл, знаете, тут реально игра не дает шанса сливать атаки. И походу надо постараться, чтобы слить много атак за раунд, слить. Дальше 9 номер. Атака тоже драконами. Максимально быстрые будут атаки, скорее всего. Что, знаете, к концу лиги, кстати, все уже и выдумывать что-то особенно перестают. Просто играют тем, что работает. Тряский дюк, королева стрела. Не добили возмездие. Ее либо кто-то подлечил, я чуть не обратил внимания. И не добили швыр. Кто-то не попал. А кто не попал? Кто-то чем-то не попал. Ладно, я не думаю, что это страшно. Сейчас посмотрим, конечно, что произойдет. Тотем фигачит. Тотем, говорю, монолит в королеву. Тотем возле монолита. Вроде нормально пока. Посмотрим, где дракона высадят. Я думаю, герои логично зачистят вот ту сторону, левую сторону, а герои через ратуши. Герои, говорю, драконы. Герои левую сторону, а драконы, наверное, через ратушу все-таки будут закидываться. Да, потому что там ярость, там герои, там страж, и логично туда будет запульнуть дед поражать. Королева живет, король, все. Король, кстати, свое дело сделал, поэтому ему можно и на отдых, так сказать. Так, что там дальше? Воскрешение еще есть, но его логично держать пока что. Балеты вообще никому не мешают. Ну да, треха. Треха с учетом того, что стрела даже не все забрала. Но клановую крепость хотя бы убила.
И там еще прилично зданий, там ПВОшки вроде какие-то забрала. Но вот то, что она чутка криво пролетела, да, неприятный момент. Так, очередная атака. 10 номер, такая вот база широкая, угловая отчасти. Что будет? Тряска на башне возмездия, дюк и королева со стрелой. Забрали башню возмездия. В принципе, да, вроде все, да? Ну, с правой стороны там мелкие здания какие-то позабирали. Так, король с королевой. Ну, они вычислят клановую крепость и там под ядом. Плюс этих героев на дефе. Еще и стражи сейчас возле ратуши шатают. Дюк сверху, пока хорошо. Вопрос, откуда будут закидываться драконы. Драконы, да, драконы же в атаке. Куча скелетов. Кто-то выманил воздушных скелетов. Ну, до королевы никто не достает, как королева себе живет. Драконы снизу. В итоге получится, что еще королеве немного здоровья сохранят. Пока хорошо все. Так, источник в центре подморозили. Это, опять же, чтобы спасти королеве жизнь. Но там разве что деда еще прожмут, я думаю. Да, деда прожали, и королева вообще живет. Все ради королевы, короче. Не знаю. Теперь она должна тащить, раз так ради нее старались. Она идет в сторону к королю. Там, скорее всего, что и дюка, наверное, резнут. Сейчас посмотрим. Мороз. Да, и дюка подняли. Драконы с правой стороны, они себе монолит сейчас заберут. Дюк левую часть подбирает, королева дальше живет. Ну, все, королева, короче, померла. Слишком много стараний ради королевы. Но, не знаю, стоило то или нет. Можно будет потом как-то повторчик пересмотреть. Вот, но вообще армии много осталось, поэтому трешка будет, пока все хорошо. Вот, очередная треха, и там немного вроде атак до конца остается. И до конца раунда немного, поэтому сейчас еще парочку атак, наверное, покажу, что у нас по результатам получится. Еще одна атака, ребят, 13 номер. Здесь такая же расстановка, но чуть отличается тем, что главная крепость стоит справа. В итоге дюк, королева со стрелой, и стрела полетела настолько криво, что вообще ничего не забрала, потому что Тесла вылезла. Это очень плохо. Это в итоге потраченных куча банок. Но при этом ничего не забрали. Прям плохо. Нужны будут банки тогда, получается, в конце атаки, чтобы монолит башни возмездия кто-то добил. Королева пока с дюком живет. Король вроде тоже нормально там сверху почистил. Страж в центре неприятный. Он с бревном. Сейчас посмотрим, что будет. Так, какого-то героя на дефе убили. Осадка с самым верху. Королева пока еще живет. Хорошо. Посмотрим. Потому что пока непонятно с ратушей, кто вообще ее будет бить. Там драконы, скорее всего, что обычные, подлетят. Но тут башня возмездия, хоть она и не полная. Дюка резнули, все, резалка была для дюка. Ратуша, кстати, тоже не полная после стрелы с тряса, мне кажется. Ну, вроде нормально. Даже так заходит атака. На самом-то деле, минус игры вот сейчас в том, что даже вот такая атака заходит на треху с гигантским запасом армии, хотя, ну, блин, ну это нездоровая какая-то фигня, потому что вот такие атаки должны быть сливными, потому что потрачено в итоге 4 банки и плюс 2 умения героев, и почти ничего не забрали, в итоге базу унесли, реально нездоровая тема. Так, ребят, вот они, наши результаты. Это, конечно, трындец. Мы проиграли еще один раунд. Мы проигрываем все, что только можем проиграть. Поэтому мы уже проиграли 5 из 6 раундов.
Давайте покажу, что у нас получилось. 44-44. Слили одну атаку на 89%. Соперники слили одну на 95%. В итоге поражение по процентам. Покажу давайте сразу по табличке. Мы находимся внизу. Следующий раунд, он будет в следующем ролике, он будет уже последний. Я там покажу, что у нас получается по результатам. И вообще, вылетаем мы с лиги или не вылетаем. Потому что результаты, мягко говоря, не очень, конечно же. По раундам, давайте покажу вообще, что у нас по нашим раундам. Вот так мы играем. Короче, ни один клан из наших соперников не выбил меньше, чем 44 звезды. И это, блин, печально. Следующий раунд, он у нас, ребят, будет последний. Будет в следующем ролике. И там будет понятно, вообще остаемся мы в этой лиге или вылетаем. Поэтому подписываемся на канал, ждем, он будет завтра.